Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю разобрать такую тему, как настоящая форма живой Земли. Дело в том, что вы уже множество раз слышали, что Земля у нас то плоская, то круглая, то полая, то сотовая, то еще какая-то. И в этом видео я предлагаю наконец-то разобраться, понять, почему же люди тратят столько времени на форму Земли, потому что это напрямую связано с функционированием всего мироздания и восприятием самого человека функций этого мироздания. Поэтому это не просто вопрос формы Земли, как вы видите, это вопрос мировоззрения и реальных размеров мироздания вокруг нас, потому что тогда человек поймет, какой же у него путь духовного развития или наоборот духовной деградации. Поэтому предлагаю начать. Дело в том, что любой объемный объект нужно изобразить как минимум на 3 плоскостях, чтобы понять, какой он из себя на самом деле. То есть, когда, например, те, кто чертят чертежи, изображают любой объемный объект, они это делают в 3 плоскостях. И вы видите, почему это происходит. Потому что если объемный объект спроецировать на одну из плоскостей, мы в итоге не сможем понять, а какой же он на самом деле, когда захотим его, например, повторить. Отсюда же возникают и разные кривотолки, когда одни говорят, что объект такой на плоскости, другие говорят, нет, он, например, круглый, нет, он, например, квадратный, нет, вот, например, треугольный. А наша задача собрать все вместе, показать эти варианты развития, разложения, деградации, наоборот, духовного восхождения, чтобы человек понимал вообще принципы функционирования Вселенной и как он это воспринимает сейчас и как он может это воспринимать. То есть понять свой потенциал и потенциал Вселенной. Поэтому пока одни будут спорить до хрипоты о форме Земли, я вам покажу все эти данные, вы сами сможете принять решение, какая же она на самом деле. Мертвая материя, живая, духотворенная, и как люди это воспринимают. И как вы можете это воспринимать, тем более развиваясь, для того, чтобы вы поняли, в каком вы состоянии и куда вам дальше двигаться. Так, когда рассматривают тему плоской Земли, всегда показывают вот эту картинку, где плоская Земля, которая стоит на 3 слонах, а под ними сама черепаха находится, которая плывет в безграничном океане энергии. И говорят, вот, древние знали, что Земля плоская, все, вопрос закрыт, давайте расходиться. Но на самом деле это, конечно же, не так. Как я показывал в предыдущих видео, у древних было образование, то есть образы, которые они передавали на планы подсознания и сверхсознания. И поэтому это определенный образ. Я вам покажу, во-первых, откуда он взялся и что же он все-таки означает. Потому что перед вами Земля плоская. Это не Земля плоская, это плоское суждение человека, который мыслит дуально категориями «да» или «нет». Поэтому и Земля плоская. Только не плоская Земля, а все-таки восприятие человеком объемного объекта. При этом это плоское восприятие все равно стоит на 3 слонах. А что такое слоны? Слоны – это есть символ 3 миров, 3 точек, 3 мировоззрений, 3 форм отображения, 3 форм жизни и так далее и тому подобное. Если же более подробно остановиться, то это 3 мира. Первый мир, первый слон – это мир материальный. Его основа в материи. В предыдущих видео я показал, что это 4 миллионных процента от мироздания. Поэтому передаем большой привет материалистам. Другой мир – это идеализм. Как бы мир всевозможных образных планов. То есть основа этого мира – это идея, мысль. То есть то, что приходит как раз из правой части мозга, то, что идет от души, от верхних духовных планов. И дополнение к этим 2 мирам – мир третий, трансцендентный. Или как его еще многие называют, мир мистицизма, мистика. То есть это сокращение от мудрость истинного слова. Плюс тика – это особый вид небесного движения. То есть основа в мистицизме – это слово. То есть материализованная идея, материализованная мысль. Мы видим эту схему. Дуальное суждение человека, которое покоится на 3 источниках информации. А уже эти источники информации стоят на черепахе. И все это называется юджизм. Потому что эта черепаха плывет в безграничном океане энергии. Так что же эта черепаха делает? Она, эта черепаха, и передает эту информацию 3 этим слонам.
Обратите внимание на образ заложенный. Череп и в конце Х. Ну, Х – это положительная сила нашей души. То есть то, что я показывал в предыдущих видео. То есть мы получаем всю эту информацию из высших образов через сверхсознание, которое связывается с нашим подсознанием. Уже из подсознания через душу эту Х мы получаем все это в череп, то есть в наш мозг, в правую часть мозга, если у нас не забит этот канал, если мы умеем это делать. И вот это уже есть все это мировоззрение, которое показывает весь мир, и вот уже это называется юджизм. То есть эта черепаха черпает информацию из океана безграничного знания и абсолютной истины. То, чем и занимались древние, почему они знали намного больше нашего, и все эти информация была намного чище и лучше. Сейчас эти каналы у нас забиты, я в следующих видео покажу, как это все работает, как это можно вернуть. Поэтому эта энергия, она же есть информация, она же энергия, свет – это энергия. То есть все вокруг нас – это энергия, в том числе информация. Поэтому основа этого юджизма – энергия, то есть большая часть мира – это и есть энергия, в том числе информационного плана. И это намного лучше, чем материя. Потому что представьте, у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко. Я вам отдал свое яблоко. У вас стало 2 яблока, у меня 0 яблок. А что такое информация? У меня есть информация, я поделился с вами информацией. У меня информация осталась, и она стала у вас, у вашего соседа, у всех, кто посмотрит видео и поставит, например, лайк или дизлайк за это видео. То есть информации стало в мире намного больше, и она осталась еще у каждого. При этом, если разобрать смысл этого слова, то первое – это руническая запись, руна йог. Она же звук юдж. Отсюда же вот эти все йогические практики, баба-йога. И в обратном прочтении это Гой, носитель света. Гой – это небесное движение, а И как раз с черточкой – это внутреннее солнце. Вторая руна – это руна истина, звук И. Третья руна – руна Земля, но мы же на Земле это воспринимаем. А четвертая руна – это мир, Вселенная. То есть информацию, всю эту энергию мы воспринимаем на Земле из Вселенной. Поэтому есть мнение некоторых людей, что когда нас пытаются стравить на почве того, Земля какая она плоская, шарообразная, то есть эти вбросы делают те же, кто написал и предыдущие неоднозначные документы. Все ссылки, кстати, на материалы и данные по использованным видео, конечно, как всегда, в приложении к видео. Поэтому, когда вам показывают форму подобную, говорят, что Земля плоская, всегда стоит задать вопрос, а какая длина и ширина этого объекта? Потому что, когда говорят про плоскость, а показывают вам круг. А когда говорят про этот круг, вам не говорят ни глубину, ни высоту этого круга. Не говорят, а что с обратной стороны этого круга. Ну, как вы поняли, древние ничего подобного не утверждали, что Земля плоская. Они утверждали о плоскостном восприятии мира человеком. А какой же он на самом деле? Поэтому нет смысла дальше разбирать плоскую Землю, пока не будут получены все ответы, пока вы не увидите следующую часть видео, где вы поймете, что это просто восприятие мира, причем определенным количеством людей. То есть это базовый строй психики. Если же обратить внимание с геометрической точки зрения, то вот я вам показываю здесь круг, вписанный в плоскость. И это тоже очень важное понятие. Потому что слева я показываю атом водорода. То есть перед нами фактически плоскостное утверждение структуры Вселенной, но объемной структуры. Еще древние это называли квадратура круга или принцип построения божественной структуры Вселенной, но божественной условно мертвой структуры Вселенной. Почему это так? Потому что если мы поймем, что тот же атом водорода имеет объем, тогда нам понятно станет, что так называемый круг в плоскости – это всего лишь изображение объемного шара, который заключен в кубе. То есть это объемные структуры, потому что, ну возьмите 2 руки и попробуйте, у вас голова плоская. Те, кто порезался об угол головы, дальше могут не смотреть. А те, кто не порезался и убедился, что голова-то у вас объемная, это и говорит о том, что все объекты во Вселенной, они имеют объем. Поэтому, если мы будем продолжать рассматривать эту позицию,
то мы увидим, как же сделать материю из неживой условно, то есть божественность, совершенной, потому что круг – это совершенная форма, она не имеет развития. Нужно добавить пятый элемент. Совершенно верно. Фильм «Пятый элемент» именно об этом. То есть добавляется пятый элемент, появляется не форма шара, форма круга, а форма яйца. То есть система вынуждена опять развиваться и стать еще больше, еще более совершенного, большего размера, но вот и начинается развитие одухотворенной уже системы. Обратите внимание на эту фигуру, где собраны 4 первых элемента, и пришел этот дух, она же душа, которая мы знаем. Вот получается подобная звезда. Обратите внимание на центр этой звезды. Обратили внимание? Запомнили? А теперь давайте посмотрим на нашу Землю, а именно на силовые линии Земли, которые имеют 12 точек выхода энергии, 20 точек входа. Что мы видим? Мы видим ту же структуру центра этой звезды, то есть одухотворенного объекта, живого. Наша Земля живая. От начала и до конца. То есть это, да, она богиня для нас, потому что она намного больше, она обеспечивает наше развитие, но она живая. Вся наша Земля живая. О чем мы говорили древние, что было известно. И что мы сейчас как бы и подтверждаем. Поэтому для того, чтобы ей вернуться опять в совершенное состояние, ей нужно из формы яйца развиваться для того, чтобы обратно стать божественной совершенной структурой, шарообразной, но уже больших размеров, то есть с большим опытом, с большими возможностями. Вполне вероятно, что она когда-то станет в итоге новым Солнцем, например, или новой галактикой, или новой Вселенной, потому что это развитие будет все равно продолжаться, оно не завершится. Это и есть путь духовного восхождения, развития всех объектов, но в объеме. Поэтому, когда кто-то утверждает, что Земля шар или там круг, вы сразу им можете сказать, что, во-первых, это не так, иначе бы она была мертвая. А во-вторых, даже сама наука утверждает, что Земля никогда не была шаром или кругом, а Земля имеет форму геоида. Вот она справа. Что это такое? Геоид – это форма, которую поверхность океана могла бы принять под действием силы тяжести и вращения Земли, если бы отсутствовали другие воздействия, такие как ветры и приливы. Но если мы обратим внимание на этот геоид под разными углами, что мы видим? Мы видим яйцо, которое развивается. То есть об этом говорит современная наука. И с ней трудно не согласиться. То есть Земля, она живая, она одухотворенная, она развивается. То есть имеется какая-то сложная форма развивающегося яйца. Об этом и говорят древние. Вот, это выдержка из книги «Путями великого россиянина». Все, конечно, ссылки в описании под видео. Что мы здесь видим? Мы здесь видим форму яйца, то есть форму Земли, когда есть внешняя кора, есть центр, есть какие-то 4 основные точки. И в центре этой системы как раз Солнце. Обратите внимание, вот эта схема по сравнению с живым яйцом. Слева живое яйцо, справа наша Земля. Вот они, халаза – это выходы к полюсам. Вот эта скорлупа, то есть наша поверхность. Все остальное пребывает как бы жизнь, готовая к жизни, развитию яйцо, чем является наша живая Земля. Поэтому какая же по форме наша Земля? Конечно, она имеет какую-то сложную форму яйца, которая развивается, но при этом она внутри получается полая. То есть то, что говорили на самом деле древние, от чего вас отвлекают, подтверждается, что эта форма внутри пустая. То есть есть центральное светило, есть 4 основные точки, 2 входа с полюсов, иньская и яньская энергия, то есть отца и матери, а в центре светило. Но это пустой объект. Это очень важно, тоже еще очень важный факт. У меня целый плейлист по этим материалам, все ссылки будут, как всегда, в описании под видео. Переходите, знакомьтесь, чтобы я сюда не тянул прям целый плейлист, где я рассматриваю данные, вот секретные данные КГБ, где это написано, где показывается, что Земля полая, внутри шар, что они рассматривают вот эти данные из прошлого. При этом и мои открытия это подтверждают, потому что, собирая народную культуру, я показал, что как раз мировое древо, она же богиня Жива, она же богиня Ха, то есть положительная сила. Они как раз и находятся в центре этой системы. И пришлось поставить на место множество информации. Кто такой Ви, кто такой Ды, кто такой Велес. То есть вся система мировосприятия древних стала на место.
То же самое мы видим это в астрологии, когда вот это вот различные символы Земли, обратите, это символ державы, который был у русского царя, а вот эти 4 пересечения, это и есть 2 полюса и янь, то есть Мара и Ды. Это все изложено в моих видео про полую Землю. Обязательно перейдите, познакомьтесь, кто не видел. То есть и поэтому весь этот образ мирового древа, он стал на место. Вот в центре этой системы как бы Солнце, потом стоячая волна, наша поверхность, а крона дерева это как раз магнитные линии самой Земли. Слева Луна, Мара, справа Солнце, то есть мужская и женская энергия. И тогда эта вся система начинает работать и развиваться, не стоять на месте и давать возможность развиваться другим живым существам, в том числе и людям. Поэтому это очень важно понимать, потому что тогда становится понятно, что жизнь возможна не только на Земле, а такие же принципы заложены по всему мирозданию. Поэтому мое видео про цивилизацию на Солнце обязательно посмотрите, про полую Луну с цивилизацией гномов, где я показываю, что вообще это присуще всем объектам во Вселенной. То есть они пустотелые, и они развиваются, они продолжают жить и давать возможность учиться нам. Но и это еще не все. Потому что это базовая основа. А если выйти еще дальше, то мы начнем понимать, что существуют параллельные миры и существует многомерная Земля. Но с параллельными мирами я хотел бы, чтобы вы поняли одну суть. Вы видите, что одна Земля, вторая Земля, они как бы рядом. Но это не всегда так. То есть у нас множество рядом параллельных миров. Но не всегда создается отдельная Земля, которая просто к нам примыкает. Потому что вот есть подобные картинки про сотовую Землю, с этими вопросами про сотовую Землю к Вячеславу, там есть ссылка на его канал. Но когда я вижу такую схему, я вижу, во-первых, куб, в который вписана наша Земля. И поэтому 3 плоскости, как я вам показывал в начале, потому что мы любой объемный объект со стороны воспринимаем только в 3 плоскостях максимум мы можем его видеть. Поэтому да, действительно, один кубик примыкает к другому, к третьему. Но суть же в другом. Суть в том, что параллельный мир от нас на расстоянии вытянутой руки. То есть не обязательно там идти на параллельную Землю куда-то далеко. Если есть 2 варианта развития событий, вот вы, например, хотели жениться на Тане и на Мане. Как вы думаете, на ком вы женитесь? Я вам отвечаю, вы женились и на Тане, и на Мане. Ну почему это так? Потому что создалась параллельная реальность. Ну не обязательно же для этого для вас создавать целую вселенную. Может, эта параллельная реальность не повлияла на все события, которые произошли на Земле, а повлияла только на те события, которые произошли с вами. То есть это параллельные реальности могут расходиться, сходиться. И всегда, когда наступает важный выбор, он происходит и тот, и тот. То есть образуется параллельная ветвь событий. Почему я и показываю вам эту схему, где как бы одна ветвь, другая, третья, четвертая, пятая. И если уже эти множество параллельных ветвей событий привели к тому, что это повлияло на Землю и на всех существ, которые живут на Земле, то тогда уже образуется параллельная Земля, которая как бы к нам примыкает. А при этом параллельные варианты существуют фактически на расстоянии вытянутой руки от нас. Поэтому если взять сколько же их, то их огромное множество. Поэтому они не только примыкают, они пересекаются, они друг в друге находятся. То есть их множество вариантов. И не обязательно из-за того, чтобы утром съели один бутерброд вместо второго, для вас создавать целую вселенную, чтобы вы как бы посмотреть, а что получится. Будет вам хорошо или плохо. Нет. То есть маленькие варианты, есть большие, есть гигантские, которые влияют на развитие не только Земли, но и Солнечной системы, галактики, Вселенной и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы это понимаем, то мы уже можем понять, что когда древние нам говорили, что существует примерно 500 тысяч параллельных земель, а эти данные минимум 13-14 тысяч лет, то сейчас их около 4 миллиардов вариантов. Ну, информация, конечно, проверить ее трудно, но она есть. Хотелось бы, чтобы ее вы знали. Плюс, ведь это мы говорили про параллельные миры, которые имеют, например, 4 мерности пространства. 4 мерности пространства. А сколько мерностей пространства может потянуть наша Земля? Если Солнце, например, потянет 16 мерностей пространства, откуда мы пришли, из 16-мерного мира, то из-за того, что в центре Земли находится кристалл
с 12 местами выхода энергии или центральное Солнце, то я считаю, что на нашем земном плане могут обитать существа до 12-мерного пространства. Конечно, это все предположение, мы собираем информацию, но об этом нужно знать, чтобы понимать, как работает Вселенная и в том числе наш земной план. Вот перед вами примерное изображение центра Земли, где существует два кристалла, которые определили еще и в Советском Союзе. Другие ученые говорили, что один кристалл – это 12 точек выхода энергии и 20 точек входа энергии, то есть влияние на этот кристалл, в том числе и на нашу жизнь. Поэтому, когда мы это знаем, мы можем подумать, что подобные символы трехглава и трехглавые боги могут говорить о том, что есть Земля, например, с 4 измерениями, и 3 их вместе дают 12 измерений, то есть максимальную мерность пространства, где живут существа с еще большими мерностями. С одной стороны, а с другой стороны нам развиваться и максимально приблизиться к 16-мерному пространству для того, чтобы в итоге когда-то вернуться на Солнце. Поэтому, когда вам говорят «атом-то пустой», вы в ответ теперь можете сказать «да, но он не пустой, там есть параллельные миры и большие мерности пространства, поэтому это все нужно изучать». Вот вам для примера картинка, что значит выход из трехмерного пространства в четырехмерное, то есть без времени как бы. Когда объект стоит трехмерный, как он становится четырехмерным. То есть развитие системы для понимания. Точка проецирует точку, еще одна точка, еще одну точку, еще одну точку, еще одну точку. Получается отрезок. Отрезок на свою же длину проецирует еще один отрезок. То есть получается что? Квадрат. А квадрат уже проецирует куб. А куб уже выходит в четвертое измерение. То есть это развитие материи, разворачивание пространства. Это тоже нужно понимать. Поэтому давайте делать выводы. Для того, чтобы понять форму любого живого многомерного объекта, которым является наша Земля, нужно знать основы, принципы функционирования жизни во Вселенной. Значение этих принципов поможет нам понять, что плоская форма Земли, как и шарообразная, существовать не может по многим причинам, но основная из них это то, что такие объекты не имеют развития, являются бездушными, то есть совершенная божественная структура Вселенной. При этом наша Земля живая. Богиня живая – это принцип построения живых планет, план развития это, который показывает нам полую Землю формой близкой к яйцеобразной, которую наука называет геоид. Плюс существует много параллельных земель, развитие которых идет по различным сценариям. Древние знали про 500 тысяч земель, сейчас имеются данные, что их стало около 4 миллиардов вариантов. Проверить это трудно, пока принимая информацию, какая есть. При этом наша Земля живая является многомерной и имеет до 12 мерностей пространства. Это 3 четырехмерных Земли или Великий Триглав, то есть еще какая-то еще большая Земля. Вполне вероятно, на этих планах и обитают наши боги, которые как бы летают на летающих городах над нами. Поэтому путь духовного развития человека – это переход от плоскостного восприятия мира к его истинным объемным структурам, а далее к многомерным, многополярным. А путь духовной деградации человека – это сворачивание сознания, то есть переход от плоского восприятия мира сначала к фрагментарному, с последующим переходом в линейное восприятие, а окончанием саморазрушения будет уже являться точечное восприятие мира с деградацией до одной точки. Поэтому, конечно, хотелось бы услышать ваше мнение о полученной информации, поэтому я надеюсь, вы сможете его изложить так, чтобы не оскорбить никого в сообществе. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения.
Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.